Меня зовут Татьяна Абрамовна Шумицкая, я преподаватель детской музыкальной школы города Елизово Камчатского края. Со мной ученица Резанова Вера. Мы будем работать над сонатой Гадна соль мажор, номер 39. Ну, сначала Верочка сыграет, а потом мы начнем работу. Пожалуйста. Так, ну, прежде чем начинать работать, я просто Вере объясню, что музыка Гадна предполагает очень точное исполнение всех штрихов и очень точного такого равномерного темпа, то есть спешки какой-то не должно быть. И, конечно же, все мелкие длительности должны проговариваться. Так, пожалуйста, Верочка, с самого начала.
Вот у тебя есть вторая фраза, она звучит на пиано, то есть перестройка идет на другие инструменты, на другое вообще отношение к звуку. Если начало у нас идет на форте, достаточно определенно и точно, и четко очень. Пожалуйста, Верочка, первую фразу сыграй. И дальше. Но это не вяло, это должно быть не вяло, а тоже очень проговорено, все 32-е нотки. Давай. Дальше опять форте. Мелкие длительности 32-е, они должны быть очень четкими, такими зернистыми, очень выговоренными. Пожалуйста, вот эту фразу сыграй. В конце уже лучше получилось. И еще обязательно играть нужно двумя руками, то есть слышать всю гармонию. Это оркестровая фактура, и все музыканты в оркестре должны играть одновременно. Потому что левая сейчас она как бы сама по себе у тебя звучала, а нужно, чтобы они играли совместно. Давай еще раз весь этот эпизод. Совместно стала играть, но мелочь вся не выговаривается. Верочка, пальчики должны работать как молоточки. Сыграй, пожалуйста, вот отсюда. Вот здесь вот, да. Третий пальчик не прорабатывается. Да, но теперь совместно еще вместе с левой. Пошел минор. То есть уже отношение к звуку, отношение к характеру должно быть другое. Тут что-то другое. Давай. Вот темп поставим тот же. Раз, и два, и два, и раз, и два, и ответ. Вот у тебя минорный эпизод завершается, и потом мы опять возвращаемся в мажор. Вот здесь нужно рассчитать свою динамику. Начать все-таки тише намного, чтобы каждая фраза у нас росла и пришла к какому-то итогу. Пожалуйста, вот начни аккуратней. Вторая фраза. И третья. Слышим знакомую мелодию, но в другом варианте. То есть вот этот вот прием варьирования темы, вот здесь как раз у Гайдна он явно наблюдается. Значит, что здесь? Ну, во-первых, помнишь вот эти интонации, сыграй начало. Достаточно. А теперь сыграй вот это.
То есть с той же интонацией, если ты говоришь, и все очень четко сыграть, пожалуйста, вот это сюда. Не, Верочка, только ровно восьмушки. Ла-та-та-ти-та-та-пам-пам совместно. Я хочу весь аккорд слышать. Очень стройно, совместно. А вот в этом месте, чтобы тебе не убежать, нужно послушать партию левой руки. Вот эту вот мелодию. До, си, ля, соль, вот, пожалуйста, еще разок и следите. Вообще спешка здесь вообще неуместна. Все должно быть очень, так сказать, в одном темпе сыграно, в таком равномерном движении, потому что в то время музыка, она как-то должна разговаривать. Она должна говорить, вот, похоже на человеческую речь. Поэтому все очень четко, интонировано, неторопливо, потому что когда ты начинаешь торопиться, у тебя начинают булькать все 16-е, и воспринимается это все очень некачественно и плохо. Давай еще раз вот этот кусок. Пальчики получается, и такая игра вот как размытая немножко. Почетче, пожалуйста. Давай отсюда. Еще раз. Ну хорошо, давай вот с этого места начнем. Значит, мы слушаем левую руку, поскольку она дает нам очень точный пульс, да? И 16-е играем неторопливо и все выговариваем, пожалуйста. Нет, не очень получилось, вот совместно больше вверх. Почетче выговаривай. Только не совсем синхронно. Вот нужно очень совпадать левое с правой. Давай отсюда еще. Вот особенно здесь вот эти две восьмушки, они ла-т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 а. Давай. Дальше вот идет совершенно новая тема. Она имеет такой напористый пунктирный ритм, и практически вся она вот не останавливается. Она такая энергичная достаточно, напоминает такой, ну, цыганско-венгерский фольклор.
возможно, потому что есть в народной музыке вот именно вот венгров, цыган, вот этот вот пунктирный ритм. Вот, несет свою энергетику, да, очень напористую, вяло играть эту музыку нежелательно. Давай попробуем. Поярче сыграть вот это место, и левой ручкой ты не гладь, а очень четко давай вот этот пульс. Давай еще раз сначала. А в пиано то же самое, характер тот же, упругий такой, да, очень упругий характер, и в пиано он остается. Давай. Идешь и вот из последних сил ковыляешь. А мне нужно, чтобы это было напористо очень, да, и чтобы пришла ты к этому итогу не обессиленная, а все-таки вот это чувствовалась твоя энергия. Давай вот отсюда. Вот на эту же самую тему, да, уже другие, то есть большой выдумщик оказался, да, то есть сыграть уже нужно с другим отношением. Давай-ка еще раз. Нежно и светло, да, то есть отношение уже другое будет. Да, вот это как раз тот случай, когда, вот мы с тобой уже говорили, да, еще просто напомню, что форте и пиано это не просто громко и тихо, это переключение еще и на какой-то другой характер. Это не так, выключатель выключил, громко, тихо сыграл, без отношения и все. Нет, тут есть и другое отношение. Может быть, более нежно сыграть, более легко сыграть. Какой-то другой инструмент в оркестре это может сыграть. Давай еще раз отсюда. Явно какое-то развитие, тут не просто, ты вот перебираешь просто клавишки, да, я вот не чувствую, что куда-то эта музыка движется, вот просто вот, пожалуйста, октавы вам ломаные, вот, пожалуйста, это то, давай-ка еще раз отсюда, ну ничего, уже. Темочка у нас там была, да, вот это вот, где она у нас
Вот она была в этом ритмическом варианте, да, вот, да, вот здесь уже по-другому сварьировал, да. И опять сыграть. Да, ну вот здесь ферматка. Перед ферматкой обычно как-то мы чуть-чуть, может быть, замедляем, тормозим, да, не так вот в лоб врезались, посидели там между делом. То есть мы должны вот эту ферматку немножко как бы выстрадать ее, подойти к ней. Давай еще раз. Не спеши, Верочка, это ответственный момент. Ну, можно чуть-чуть затормозить, мне кажется, вот это, когда ты играешь. Да, неожиданно. Пиано и форте, давай. Форте это прям, нет, моя солнышко. Вот здесь, допустим, флейточка играет, да? А тут весь оркестр. И два, и давай. Вот я почему тебе тут посчитала, потому что ты когда первый раз играла, ты эти аккорды сделала безумно длинными, непонятными. Вообще у Гайдна таких вещей делать нельзя. То есть длительность должна быть точно выдержана, не передержана, не недодержана, а вот абсолютно точно выдержана. Давай подведем итоги, значит, что мы с тобой поняли и над чем надо будет дома работать. Давай. Фортепиано – это не просто фортепиано, это перестройка в характере, да, обязательно. Так. В тональностях тоже перестройка идет, что-то другое, да, происходит. Еще синхронность очень важна. Ритм должен быть абсолютно точным и темп таким равномерным, да, без спешки. Мелкие длительности мы все проговариваем, причем очень активными пальчиками, такими молоточками. Вот. Форте у Гайдна грузить не надо, вот прямо, чтобы он был форсированный, такой излишне громкий, излишне резкий, не надо. Это такой более галантный стиль, вот, где все должно быть достаточно изящно, достаточно приятно. Да? Ну, вообще музыка такая ясная, простая, светлая, да? Тут больших трагедий, собственно говоря, нет. И, ну, игривая такая. Все, поняла, Верочка? Дома будем работать, да? Хорошо и вдумчиво.